Привет, Cover Project! Меня зовут Алексей Голуб, я руководитель студии AR1, и сегодня мы находимся на нашем новом объекте. Отчасти объект для нас нетипичный, потому что мы редко работаем с объектами без перепланировки. И в данном случае мы были изначально вообще приглашены как декораторы. И первоначально задача стояла насытить интерьер с готовой отделкой от застройщика предметами, декором и теми элементами, которые могут индивидуализировать объем. И мы, естественно, были очень рады тому, что примерно на 40-й минуте нашей встречи с заказчиками было принято волевое решение, что не нужна отделка от застройщика, что мы полностью ее меняем и будем делать что-то новое, что-то индивидуальное, что-то абсолютно свое. Привет, я Юля, я ведущий дизайнер дизайн-студии AR1, в которой я работаю уже практически 10 лет. И вместе с Алексеем Голубом и целой командой мы создавали проект в ЖК «Медный 314» в городе Москва. Квартира находится на последнем этаже с высокими потрясающими потолками, практически 5 метров гостиной. И сам жилой комплекс расположен недалеко от Третьяковской галереи, что, собственно, послужило отправной точкой в создании концепции для всей квартиры. Мы работали с планировочным решением от застройщика, поэтому каких-то масштабных переделок не было, и работали с уже практически готовым объемом, наполняя его гипсовыми элементами, цветовыми решениями, отделкой. При этом достаточно интересный эффект. Мы при попадании из прихожей с заниженными потолками в огромную объемную гостиную, наполненную светом и воздухом, и создается ощущение парадности. Свое главное место заняла антикварная люстра над обеденным столом. Опять же, отсылаясь к Третьяковской галерее, в которой каждый выставочный зал имеет свое цветовое решение, у нас каждая комната выполнена в разных цветах, сложных оттенках и отвечает потребностям хозяина комнаты. Когда мы говорим об артистичных интерьерах, то большинство воспринимает их как достаточно спокойный фон и нанесенное уже на него, принесенное в него искусство, привнесенную в него мебель, может быть, какую-то знаковую мебель и прочее. Мы решили пойти другим путем. Мы подумали, а почему бы самому интерьеру, самой архитектуре не стать искусством? Отсюда у нас появился расписной потолок, отсюда у нас появились интерпретированные картинные подвесы, интерпретированные элементы архитектуры и интерьеров Третьяковской галереи. У нас появилась целая история такого пути от общественных пространств, коими являются прихожая, гостиная, в сторону приватных пространств. Это спальня главная, это главная ванная комната, ну и, соответственно, детские спальни. Использовали трековую систему освещения, чтобы воссоздать имитацию галерейного света, но поскольку это все-таки жилое пространство, мы добавили предметы художественного значения, индийские стулья с инкрустацией из кости верблюда и из массива дерева. И, собственно, вся квартира имеет художественную ценность и художественную атмосферу.
Эта квартира проектировалась для семьи с 2 детьми и постоянного проживания в этой квартире, поэтому важно было сохранить баланс между эстетикой и функциональностью. Спальные комнаты, они имеют свое колористическое звучание. Мы решили не заполнять цветом, а оставить пространство максимально нейтральным, чтобы заполнить впоследствии его предметами искусства, и хозяины могли насыщать его по мере проживания здесь маленькой жизни. В этой квартире по, наверное, уже традиции студии AR1 очень много цветов. Цветов, их оттенков, переходов и сочетаний. Но при этом они не кричат, они не пытаются доминировать друг над другом. Основная их задача — создавать обволакивающую, возможно, даже местами чуть нейтральную атмосферу уюта, спокойствия, комфорта и в то же время в нужный момент энергии и той самой эмоциональности, которая обязательно должна присутствовать в интерьере. Несмотря на то, что этот интерьер по своей стилистике во многом традиционный, мы старались соблюсти максимальный баланс между его эстетикой и эмоциональностью и функционалом. Безусловно, здесь масса естественных природных материалов. Если вы видите в этом интерьере дерево, это дерево. Если вы видите здесь медь или латунь, это натуральные медь или латунь. Здесь нету фикции, нету каких-то подделок. В то же время мы ушли от натурального камня в пользу более функционального кварцевого агломерата. То же самое на напольных покрытиях. Вместо натурального камня в прихожей использован керамический гранит крупного формата. Это сделано для того, чтобы не быть заложником квартиры. Все-таки не человек должен жить для квартиры, а квартира должна жить для человека.